Сухая ветка слегка хрустит, затем звук повторяется и сменяется тишиной. Неожиданно из засохших зарослей колючего бурелома появляется небольшая круглая голова. Следом за ней вытягивается необычный рыжеватый зверек, который ранее не было видно из-за гущи кустов. Его глазки блестят от любопытства, а миниатюрные ушки подрагивают на каждый звук. Всем привет! Рада, что заглянули ко мне на канал. Берите вкусняшки, и мы начинаем! Такую картину можно наблюдать почти везде, во влажных тропических лесах, на заболоченных участках берегов водоемов, в саваннах и в горах Южной и Центральной Америки. Ягуарунди – это диковинное животное, которое можно встретить в Мексике, Перу, Парагвае, Бразилии, Аргентине и на юге США. Название ягуарунди было заимствовано из языка индейцев гуарани, которые проживали на территории современного Парагвая. А у бразильских индейцев тупи это животное называлось яваумди. На испанском и португальском языках оно часто называется красной, черной или мавританской кошкой. В 1803 году французский зоолог Жофруа Сент-Илэр дал первое научное описание и название животному. Генетически ближайшим родственником ягуарунди является пума, а следующим близким родственником – гепард. Они имеют общего предка и вместе образуют линию пумы, одну из 8 веток семейства кошачьих, выделившуюся примерно 7 миллионов лет назад. Предки современных ягуарунди появились на территории современной Бразилии около полумиллиона лет назад. Увидев такую кошку где-нибудь в лесу среди травы, можно было бы подумать, что это детеныш пумы или куница-переросток. Ягуарунди обладает размерами обычной домашней кошки, но при этом намного более длинная и пластичная. Эти кошки бывают бурыми и ярко-рыжими. Их даже раньше делили на два отдельных вида – ягуарунди и кошка Эйра. Однако потом выяснили, что окрас – это просто окрас. И в одном помете могут быть котята как серо-бурые, так и ярко-рыжие. Благодаря своей гибкости, мускулистости и вытянутому телу ягуарунди легко преодолевает самые непролазные участки колючих зарослей и быстро передвигаются среди густой травы. Средняя длина тела животного составляет около 60 сантиметров, а длинный тонкий хвост примерно такого же размера. Холка достигает высоты 30 сантиметров, а вес колеблется в пределах 5-9 кг. Помимо уникальной внешности, ягуарунди обладают и другими особенностями, отличающими их от других кошачьих. Например, они предпочитают дневной образ жизни, и пик их активности приходится на полдень. Это заставляет их быть особенно осторожными в своем поведении в светлое время суток. Кошки ягуарунди также умеют плавать и, как правило, выбирают для обитания места поблизости от водоемов, озер, рек или ручьев, однако они не проявляют особой страсти к плаванию. Идеальными местами прятаться для этих животных являются колючие заросли, которые они предпочитают ветвям даже невысоких деревьев. Кстати, хотя ягуарунди отлично владеют мастерством лазания по стволам, только явная опасность может заставить их забраться на дерево. Определить по звуку ягуарунди непросто. Эти животные могут издавать целый ряд совершенно разнообразных звуков, от обычного мяуканья и мурлыканья до птичьего свиста и чириканья. В отличие от большинства представителей семейства кошачьих, ягуарунди ведут дневной образ жизни, и потому их всегда окружает обилие звуков в природе. Так что они постепенно подстроились и приспособились издавать такие звуки, чтобы одновременно быть понятными своим сородичам и не выделяться на общем фоне лесного гомона. Ягуарунди – мастера охоты, которые легко преследуют свою жертву на большие расстояния. Они охотятся на различные виды рептилий, рыб, мелких млекопитающих, таких как кролики, хомячки, шиншиллы, морские свинки, а также птиц. Они также часто попадают на подсобные хозяйства, чтобы украсть домашнюю птицу в качестве лакомства. Кроме того, ягуарунди не прочь поесть растительную пищу, такую как бананы, инжир и виноград. Известна также способность ягуарунди кооперироваться с обезьянами для налетов на сады. Кошки с удовольствием участвуют в таких грабежах, поднимая с земли то, что случайно уронили приматы.
Ну а в крайнем случае животные без ложной гордости довольствуются содержимым мусорных контейнеров на окраинах населенных пунктов. Ягуарунди способны размножаться круглый год, но пик брачного периода может отличаться в зависимости от места обитания животного. Например, в Мексике пик спаривания приходится на период с января по март. Период беременности у ягуарунди составляет 75 дней. Самка обычно рожает в укрытии, таком как дупло дерева или густые заросли. В помете может быть до 4 котят, которые рождаются с пятнышками на брюшке. Пятна исчезают по мере взросления котят. Котята начинают питаться мясной пищей в возрасте 3 недель и переходят на животный рацион в 1,5 месяца. Хищники достигают половой зрелости в возрасте от 1 до 3 лет. В дикой природе ягуарунди подвергаются нападениям со стороны питонов, пум и домашних собак, что снижает их шансы на выживание. Современный человек вообще не выигрывает от соседства с этой дикой кошкой, которая не только лишает его фруктового урожая, но и безжалостно истребляет домашних птиц. А вот раньше, говорят, индейцам удавалось успешно приручать хищников, и в ответ на тепло и заботу ягуарунди освобождали жилища хозяев от насекомых и вредных грызунов. В настоящее время ягуарунди не находятся под угрозой исчезновения, однако их охота строго запрещена законом во всех странах, где они обитают. В штате Техас, США, уничтожение этих кошек может привести к уголовному преследованию и тюремному заключению. Введение уголовной ответственности за уничтожение ягуарунди также рассматривается в Мексике, Панаме и Аргентине. Спасибо за то, что отправились со мной в прекрасное путешествие по миру животных. Пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью к этим прекрасным существам. Подписывайтесь на канал, жмякайте большой палец вверх, берегите природу и всем пока!